Добрый вечер всем, кто смотрит меня, наверное, в записи. Вы на канале Sound Like a Russian. Обычно я здесь рассказываю о фонетике, о русском произношении, но еще у меня есть такая рубрика «Прямые эфиры». Примерно раз в месяц или раз в 2 месяца я выхожу в прямой эфир, чтобы почитать вместе с вами. Почитать медленно, комментируя буквально каждое, не слово, но каждую фразу. И сегодня именно такой прямой эфир, о котором я практически не предупреждала. И до последнего момента думала, что я его перенесу или отменю, потому что очень много дел. И даже вот после этого прямого эфира сразу я побегу, точнее, поеду по делам. Но все-таки нет, решила провести, в конце концов, в записи. Те, кому интересно, посмотрят, почитают вместе со мной. Кстати, я тут подумала, что прямой эфир – это, наверное, единственная возможность, да, единственное место, где я могу общаться с вами, с подписчиками, вот так напрямую, искренне, без ролей и без масок. Потому что, да, у меня есть Инстаграм, но я очень редко выхожу в сторис, тем более с личной информацией, тем более без масок. И прямой эфир – это, кажется, да, единственная площадка. Так что в следующий раз приходите пообщаться, приходите позадавать вопросы. Мне можно задавать вопросы не только про литературу. Будем с вами разговаривать, будем болтать. Для этого, собственно, мы и собираемся. Ну, не только для этого, конечно, еще чтобы почитать. До того, как мы начнем, у меня есть 2 новости для вас. Точнее, 2 важные вещи, о которых стоит сказать. Первая важная вещь – это приближается мастер-класс. Те, кто подписан на меня как на фонетиста и следят за обновлениями, вы знаете, что сейчас в самом разгаре 2-й блок тем, фонетических тем, гласные русского языка и мягкие согласные, ваши любимые, палатализованные, вот эти все тя, ся, дя и так далее. Сложные темы. И в начале июня будет уже наш 2-й мастер-класс. Записаться на него уже можно. Ссылку оставлю в описании к этому прямому эфиру тоже. Записывайтесь, чтобы не пропустить. Прошлый мастер-класс прошел очень здорово. Хорошие получились результаты, отзывы, атмосфера была, огонек. Приходите на 2-й мастер-класс. Новость номер 2. Через неделю, в воскресенье, я планирую еще один прямой эфир. Но на этот раз уже с гостем. Ко мне в гости придет один человек, которого многие из вас, я уверена, знают уже. Мы будем говорить о России, о русских, о стереотипах, о том, как люди говорят в разных уголках России. Если у вас есть предположения по поводу того, кто придет ко мне в гости на прямой эфир через неделю, напишите. Может быть, вы угадаете. И совсем скоро я попробую сделать уже объявление об этом. Так, все, а мы с вами начинаем. Сейчас я продемонстрирую экран, чтобы вы видели текст, который я буду читать. Угу. Так.
Привет. Привет, Тамаш. Вообще, если честно, я жду тебя здесь, рядышком. Мне бы очень хотелось видеть твою реакцию. Мне очень не хватает живой аудитории. Очень трудно рассказывать в дырочку в эту камеру, не видя, кто там меня слушает. Одно дело записывать видео, а другое дело в прямом эфире это все делать. Так что, если хочешь, заходи. Просто, у нас тут двери шумные, но ты можешь. Слышу, идет. Так, я проверяю, вроде все видно. Вроде все видно. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, ну так гораздо веселее. Окей, поехали. А тебе видно с телефона текст? Так, пока нет. Ладно, а я все равно начну. У меня просто качество. Качество. Хорошо. Окей. Мы с вами продолжаем читать Лермонтова. Если вы пропустили прошлый прямой эфир по Лермонтову, советую посмотреть. Он, конечно, немножко такой медленный и затянутый получился, но там много полезной информации. Сегодня мы начнем без вступительных слов о Лермонтове. О Лермонтове. Да, в прошлый раз мы обсуждали отрывок, где Лермонтов описывает друга Печорина, друга главного героя. И мы говорили о том, что он похож на дьявола. Помните, такое было? А сегодня я обещала вам поговорить о любви, о том, как Печорин, главный герой романа, а роман называется «Герой нашего времени», я просто напоминаю на всякий случай. Так вот, как главный герой этого романа видит отношения, романтические отношения с женщиной. Я взяла небольшой отрывок. Рекомендую читать все произведение, конечно, потому что там есть что почитать. Там много очень вкусных отрывков. Я взяла на свой вкус, потому что что-то там увидела, но на самом деле там есть много и другого интересного. В общем, призываю вас открыть этот роман и прочитать от начала до конца. Ну, а мы начинаем. Отрывок небольшой, так что, да, не переживайте. Вы не успеете наесться Лермонтовым. Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее «моя Мэри», «моя Софи», если она имела счастье им понравиться. Пауза. Повествование в этом тексте идет от лица главного героя. То есть мы слышим голос Печорина сейчас. Да? Нам Печорин рассказывает эту историю. Угу. Лермонтов – это автор, а Печорин – это герой. Печорин рассказывает эту историю. И вот его глазами мы за всем наблюдаем. Грушницкий – это уже не друг Печорина, это другой персонаж, который играет очень важную роль в этом произведении. Я не буду спойлерить. Ну, давайте скажем так. Грушницкий надеется на дружбу с Печориным. А вот как относится к нему Печорин, вы сейчас увидите. В первых строчках уже замечаем, что. Пока подумайте, а я вам поясню отдельные слова. Надобно заметить. Это просто значит надо заметить, стоит отметить, что Грушницкий из тех людей, которые, когда они говорят о женщине, с которой только-только что познакомились, называют эту женщину «моя Мэри», «моя Софи», если вдруг эта женщина им
понравилось. Заметьте, слово «надобно» уже не используется, ну или очень считается устаревшим. И слово «счастье» используется, конечно, но с мягким знаком вместо «и». Это тоже устаревшая форма. Что мы здесь видим? Ну, можете отвечать, если есть какой-нибудь ответ. Что? Ты, если что, напишешь. Нет, ты можешь говорить, в принципе, так до меня быстрее дойдет. А я передам людям. Ну ладно, я буду тогда пояснить. Но если непонятно что-то, пожалуйста, ты говори. Ты голос аудитории, понимаешь? Надо. Который уже не используем. Да. Это значит просто надо. Угу. Все понятно тогда. Так вот, что мы видим здесь? Мы видим здесь, что Печорин смотрит на Грушницкого как на романтичного ребенка. Ну, и все, я вам дала правильный ответ, не дала вам возможности подумать даже. Дальше. Я принял серьезный вид и отвечал ему. Вот это «принял серьезный вид» уже значит, что это только вид серьезный. Ему пришлось принять серьезный вид. На самом деле настроение у него другое. Какое-то другое, несерьезное. Угу. И дальше говорит Печорин. Да, она не дурна. Немножко введу вас в контекст. Здесь речь идет о Мэри, о девушке, с которой познакомился Грушницкий и сразу же в нее влюбился. Познакомился он с ней при таких обстоятельствах. Грушницкий уронил стакан, и девушка Мэри подбежала к Грушницкому, подняла стакан, покраснела, и все, любовь. Грушницкий влюбился. И вот Грушницкий, считая Печорина своим, ну, по крайней мере, приятелем, поделился с ним своими переживаниями. А, в общем-то, делиться и не нужно было. Печорин наблюдал эту сцену, он все это видел своими глазами, и как человек, психолог, диванный психолог, он сразу все понял. Вопрос какой-то? Нет. Ой, это очень приятно, кстати, вот живые глаза, очень, очень приятно, здорово. Забавно смотреть отсюда все. Да. Ты в первом ряду. Да. Так вот, да, она не дурна, говорит Печорин. Не дурна, это значит... Что это значит? Кто знает? Умная. Ты думаешь, это про ум? Нет, не дурна, это значит, она симпатичная, она хорошенькая. То есть это не она не дура, а она не дурна. Это другое. Она симпатичная. Вот так. Только берегись, Грушницкий. То есть будь осторожен, он говорит. Будь осторожен, Грушницкий. Русские барышни большую частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь самая беспокойная. Давайте попробуем понять, что же говорит Печорин. Будь осторожен, он говорит своему другу. Русские барышни, то есть русские девушки, в основном, большую частью это в основном, питаются, понятно слово? Питаются только платонической любовью, не
думая о замужестве. Ну, то есть не думая о серьезных действительно отношениях. А платоническая любовь самая беспокойная. Вопрос. Все ли понимают, что такое платоническая любовь? Естественно, конечно. Ну, что ты понимаешь? Ну, это такой любовь, которая не может быть доступной, Любовь, которая не может быть доступной. не дойдется до конца. Типа того. Ага. Не имеет разрядки. Да. Да, не имеет какого-то финала, развязки. Это любовь, расслабление, постоянное напряжение. Мгм, да. И, конечно, платоническая любовь, она же как любовь к умному Платону. Ну, то есть душевная. Душевная, Больше да. душевная любовь. То есть смотреть на человека, слушать его, разговаривать с ним, мечтать о нем, фантазировать, но не приближаться достаточно для действительно настоящих отношений. Вот что такое платоническая любовь. Кстати, на одной из пар в университете с венгерскими студентами мы говорили о любви с первого взгляда, и речь зашла о платонической любви и плотской любви. Вот в русском языке есть два таких слова: платоническая любовь и плотская любовь. Они, ну, можно сказать, антонимы. Платоническая – это духовная, скажем так, а плотская – это телесная, про тело, физическая любовь. И девушки мне сказали, венгерки, мои студенточки, мне сказали, что в венгерском языке нету таких слов: платоническое и плотское. Как нет? Есть, да? Конечно, есть. Ну хорошо, я тоже удивилась, не может быть. Плотский я не могу назвать, но платонический, конечно, есть. Ну, плотское у вас тоже, наверное, что-то такое. Ну, что-то, наверное, ну, Физическое, типа. типа того, да. Мгм. Интересно, тебя слышно, кстати, там или нет? Я не знаю. И я не знаю. Может быть, кто-то из Может быть, кто-нибудь... зрителей. Да, правда, зрители, если вы там слушаете нас, напишите-ка, пожалуйста, в комментарии, кого вы слышите, только меня или еще и какой-то мужской голос за кадром. Вот, если вы слышите только меня, то, ну, буду все передавать просто, все пересказывать. Так, ну а мы идем дальше. Значит, русские барышни, говорит Печорин, питаются только платонической любовью и не думают о серьезных отношениях. Княжна, это он говорит про Мэри, про ту девушку, в которую влюбился Грушницкий. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Княжна, в общем, любит веселиться. Она из тех женщин, которые хотят, чтобы им было весело, чтобы их веселили. Читаю дальше. Если 2 минуты сряду ей будет возле тебя, Грушницкий, да, он обращается к Грушницкому, возле тебя скучно, ты погиб невозвратно. Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. Твой разговор никогда не удовлетворять его вполне. Так, ну, в общем, пошли уроки манипуляции и пикапа от Печорина. Смотрим, что же он нам говорит, что же он нам советует. Если 2 минуты подряд, сряду, этой девушке будет скучно около тебя, около молодого человека, то все. Ты умер, ты погиб для нее, да? Для нее ты погиб навсегда, невозвратно. Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. То есть ты должен молчать так, что она начинает думать, о чем же он молчит. Ей должно быть любопытно.
твой разговор никогда не удовлетворять его, то есть ее любопытство, вполне. Еще разок, когда ты молчишь, ты должен молчать загадочно. Когда ты говоришь, ты должен говорить мало, чтобы это любопытство было всегда голодным. Ты должен ее тревожить ежеминутно. Она 10 раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой. И чтобы вознаградить себя за это, станет тебя мучить. А потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. То есть Печорин рисует перед Грушницким вот такой сценарий развития отношений, когда мужчина играет с женщиной, и женщина тоже в ответ постоянно играет, делает из себя жертву, а потом жертву ради этого мужчины, а потом еще и обвиняет его. И в конце говорит: я тебя терпеть не могу. Терпеть не может, то есть ненавидит. Все, фу, уйди. В общем, игра и с одной, и с другой стороны. Дальше Печорин дает советы. Угу. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй. То есть Печорин настаивает на том, что отношения мужчины и женщины – это жестокая игра. И здесь есть победитель и есть проигравший. Победитель тот, кто имеет власть, эмоциональную власть над вторым человеком. Проигравший тот, кто теряет эту власть. У этой игры есть определенные правила, по мнению Печорина. И вот он учит Грушницкого играть в эту игру. Так вот, если ты, Грушницкий, над ней не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй ничего не может тебе обещать. То есть ты никогда не будешь уверен ни в чем. Она с тобой накокетничается вдоволь. Обратите внимание на эту форму интереснейшую. Кокетка, это слово, я уверена, вы знаете. Кокетничать, накокетничаться. Это значит, как и в глаголе, например, наесться. Это значит сделать что-то достаточно. Так, что больше уже и не хочется. Все. Утолить жажду. Она с тобой накокетничается вдоволь, поиграет, да? А года через 2 выйдет замуж за урода из покорности к маменьке. И станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя. Но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное. Вопросы? Шинель. Шинель. Ага, шинель – это военное пальто, это одежда такая военная, похоже на пальто. Вот. Для нас с вами в этом отрывке слово «шинель», кстати говоря, не
играет особой роли, но если вы будете читать роман целиком, то увидите, что эта деталь появляется в этом романе не случайно, скажем так. В описании еще каких-то героев, в том числе Грушницкого. Ну, в общем, можно обратить внимание. Будет интересно. Так вот, такой грустный сценарий отношений Печорин рисует. Что есть девушка и есть молодой человек, ну или женщина и мужчина. Они играют друг с другом. Каждый пытается взять власть, эмоциональную власть над другим. И в итоге девушка выходит замуж из покорности, вот это «из» плюс генетив, плюс родительный падеж, значит по причине, потому что. Она выходит замуж, ну, потому что хочет быть послушной, потому что родители так сказали. И дальше она продолжает эту линию жертвы. Она продолжает говорить себе, что вот она такая несчастная, судьба так сложилась, что влюбилась она в, ну, например, Грушницкого, а выйти замуж ей пришлось за другого. Вот. Такая вот драма. Для такого человека, как Печорин, который рассказывает эту драму, это все очень весело. Для такого человека, как Грушницкий, это неприятно слышать, мягко говоря. И мы можем понять его реакцию, да, что он делает дальше. Грушницкий, читаю, команда, следим за текстом. Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. То есть Грушницкого взбесило то, что говорит ему Печорин. Я внутренне хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Оно мне показалось подозрительным. Я стал его рассматривать, и что же? Мелкими буквами имя Мэри было вырезано на внутренней стороне. И рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Помните, да, я вам рассказывала, как Грушницкий и Мэри познакомились. Грушницкий уронил стакан, Мэри его подняла. Я скрыл, спрятал, да? Утаил свое открытие. Я не хочу вынуждать у него признаний. Я хочу, чтобы он сам выбрал меня, свои поверенные. И тут-то я буду наслаждаться. Ну, как вам Печорин? Вообще очевидно после этого, да, что Грушницкий не может быть ему другом. В прошлый раз мы с вами читали про Вернера, и Печорин искренне считал его равным себе. Помните, да, Вернер, похожий на дьявола. И тут Грушницкий, вспыльчивый, наивный, импульсивный, эмоциональный, романтичный, искренний, доверчивый. Может ли он быть другом Печорину? Ну, ответьте сами. Немножко сложно. Сложно. Немножко. Текст сам сложен. Да. Да, поясняю тогда. Давайте. Вот хорошо, что ты здесь сидишь, потому что я же, видишь, зачитываюсь и теряю совершенно контроль-то. Не знаю, всем ли сложно, конечно.
Я думаю, что всем, кроме... Ну и мне сложно, что там. Давайте по основному пройдемся. Я внутренно хохотал. Это значит, я смеялся в душе. Понимаем сцену, да? Грушницкий влюблен. Он поделился своими переживаниями с Печориным. Да? А Печорин ему говорит: ну да, симпатичная девушка, но ты будь осторожен. Знаешь сейчас, что будет? Сейчас она тобой поиграет, ты влюбишься еще сильнее, и она выйдет замуж за другого, и ты будешь мучиться всю жизнь. Грушницкий, влюбленный, да, оптимистично настроенный, падает об землю после этих слов. Ну, бесит, правда, когда так говорят. Он ударяет кулаком по столу, начинает ходить взад-вперед, ну, он не сдерживает эмоций, импульсивный человек. В это время Печорин сидит и наблюдает, как в театре за ним. Возможно, он даже не имел в виду то, о чем говорил. Он говорил это специально, чтобы вызвать вот это раздражение, чтобы посмотреть на эту эмоцию. Сам он эти эмоции в себе подавляет, боится. Он нам кажется с вами таким смелым и холодным, но на самом-то деле, да? Но скучает по этим эмоциям он. Если вы будете читать полный текст, вы увидите этому несколько подтверждений. Он очень скучает по этим эмоциям и боится их в себе, но очень любит за ними наблюдать, если это эмоции другого человека. Так вот, он внутренне смеется, и он даже 2 раза улыбнулся, но, ура, Грушницкий не заметил, что он улыбнулся. Очевидно, явно, что Грушницкий влюбился, потому что он доверяет всем словам, реагирует на все слова еще сильнее, чем раньше. У него, у Грушницкого, даже появилось кольцо, на котором маленькими буквами написано «Мэри» и дата, когда он познакомился с этой девушкой. Ну, то есть очевидно, что эта девушка ему стала очень дорога. Нераздушный. Нераздушный. Это что значит? Нет. Неравнодушный. Да. Да, но это больше, чем неравнодушный. Смешной такой. Так, значит, кольцо, Мэри. И Печорин нам говорит: я утаил свое открытие, то есть я не стал говорить Грушницкому, что я видел кольцо, потому что я не хочу вытягивать из него признание. Я не хочу заставлять его признаваться мне. Я хочу, чтобы он сам мне рассказал. И вот тогда я буду наслаждаться. И вот тогда я буду смотреть на эту драму, наблюдать за ней действительно как в театре. После этого отрывка хочется спросить, почему Печорин так нравится, Печорин, герой вот этот Печорин, так нравится читателям, особенно читательницам. Я встречала очень много, очень много. Что значит очень много? Ну, в общем, встречала такое мнение, что вот читаю героя нашего времени и с ума схожу по Печорину. Так он мне нравится. Влюбилась в этого героя. Вот почему? Казалось бы, он такой холодный, нарциссичный, сам как дьявол, безэмоциональный. А точнее, давит в себе все эмоции, боится их, играет людьми.
Над всем шутят, нет ничего святого, казалось бы. Ну что в нем нравится так? Предположение? Кто сказал, что мне нравится? Ну тебе не нравится, но ты Я не предположил. сказал, что мне Ну нравится. ты не... Понятно. Игра, манипуляция. Я манипулирую. Ну, Ну, слушай, предположи. ну, я думаю, он нравится многим, потому что он, наверное, рассматривает как-нибудь со стороны, не влияя на эмоциях. И еще, что тут еще может быть? Я на всякий случай перескажу, хорошо, а то Хорошо. вдруг тебя не слышно. Итак, Тамаш говорит, что, скорее всего, Печорин так нравится читательницам, потому что он наблюдает за всем со стороны, да? И как будто с этим он контролирует все. Угу, Ну, имею в виду, что у него не влияют все эти эмоции. Еще он может играть немножечко, вызывать людей, угу, эмоции вызывать, угу. например, у Грушницкой. У Грушницкого. Ну, да. Угу. И в итоге это дает ему контроль, Да. То есть, власть, допустим. Он Это контролирует людей. я не могу сказать, что мне это нравится или не нравится, но это по-любому интересно. Ну вот вопрос, правда. Это интересно, окей, согласна. Нам хочется так же. Власть. Но есть тяга, правильно, у многих людей вот так вот манипулировать другими, контролировать, да? Да, но Но смешно, почему потому что нравится это этот уже... персонаж? Он же Ну, жестокий. тогда у тебя появилось желание, и уже не дотягиваешься. Не поняла. Вот у него нет желания дотягиваться ни к чему такому. Безэмоциональным может стать так, что он Тебе не кажется, желает. что у него нет желания? Угу. Кажется. Угу. Угу. Мне кажется, что у Контролирует него или- есть желание. Что ли? И у него есть эмоции. Много эмоций. Как я уже сказала, он их просто боится очень сильно и подавляет. И у него есть желание построить отношения, у него есть желание дружить, у него есть желание быть частью мира, не знаю, людей. Вот. Это я в нем вижу. Но все-таки вопрос остается открытым. Почему Печорин, несмотря на его очевидные отрицательные качества и какое-то такое нездоровое отношение к людям, продолжает нам нравиться? Ответ может быть какой угодно, друзья. Если у вас есть ответ, пишите обязательно в комментариях, делитесь, это интересно. Но у меня такое предположение. Дело в том, что мы читаем дневник этого человека. И Печорин нам все рассказывает так, как будто бы он очень честен с самим собой и с нами тоже. И таким образом у нас возникает иллюзия, что вот он такой плохой со всеми, но не с нами. Вот я как читатель, как читательница, я верю в то, что вот со мной он честный. Он над Грушницким смеется, врет ему. С Верой, там еще один персонаж очень важный, он не может быть до конца искренним, но со мной он очень искренний, потому что он мне в этом во всем признается. И у меня, как у читателя, появляется иллюзия контроля, даже большего, чем у Печорина. Печорин, вот как ты, мне кажется, очень правильно сказал, он в экстазе от этого чувства эмоционального контроля. Он умеет манипулировать, и он питается этой властью манипуляции, чувствует себя сильнее, чем все. А у нас в руках
еще большая власть оказывается, как будто бы, потому что мы за этим за всем наблюдаем, и он, вот этот дьявол, просто эмоциональный манипулятор, он с нами искренний. Мы как, не знаю, как психолог его. Мы все это слушаем. А в доказательство приведу еще один небольшой отрывок. Он на экране. Я вам предлагаю отмотать немножко назад по сюжету и вернуться в тот момент, когда Грушницкий познакомился с Мэри. Еще разочек, да, на всякий случай. Грушницкий уронил стакан. Мэри, девушка молоденькая, подбежала к нему, подняла стакан. Грушницкий влюбился. Эту ситуацию наблюдал Печорин. Эту ситуацию видел Печорин. Происходит следующий диалог, конец которого я привожу вам здесь. Грушницкий говорит: «И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее». Ну, Грушницкий со всей своей романтичностью, да, задает этот вопрос. Но неужели ты, Печорин, не был тронут? Понятно? Когда смотрел на эту девушку, как она покраснела, как она подбежала, ну как это было трогательно, мило. Печорин отвечает: нет. А дальше происходит внутренний монолог, который мы видим. Я лгал, то есть я врал, он говорит. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Смотрите, какое глубокое признание. И мы это читаем. Он нам в этом признается, как будто бы, что вся его жизнь была противоречием. Он сам себе противоречил. Противоречил сердцу, чувствам или противоречил уму всегда. Дальше очень интересная, кстати, вещь, что он говорит. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом. И я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Смотрите, что он здесь говорит. Представим, что есть два человека, два друга. Один из них энтузиаст. Понятно, я думаю, это слово, да? И вот это присутствие энтузиаста делает второго человека антиподом, холодным, замкнутым, пессимистичным или реалистичным, саркастичным и так далее. В то время как, если бы друг Печорина был вялым флегматиком, безэмоциональным, пессимистичным, то сам Печорин стал бы мечтателем. Это бы его вдохновило. То есть энтузиазм другого человека его подавляет. Он, еще раз, вот подтверждение моим словам, он боится эмоций, боится открытых эмоций, искренности, радости, оптимизма. И он старается это заглушить, придавить. Если видит он в своем друге такие эмоции, его это бесит. И он хочет поиздеваться над этим человеком.
Признаюсь еще, опять он нам признается, как приятно, да? Как приятно. Только нам он открывает это. Представляете? Всеми манипулирует, а нам все рассказывает. Ну, признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И опять он сделал акцент на том, что он себе во всем признается, он об этом и нам рассказывает. Ну какой честный. Ну какой же он честный. И какой противоречивый. И у нас с вами возникает надежда на то, что вот эта его дьявольская оболочка, вот те моменты, когда он издевается, шутит, манипулирует, это не он. Он на самом деле противоречит себе. Может, он на самом деле очень хороший. И вот мое предположение заключается в том, что нравится нам этот персонаж именно из-за того, что он и нами тоже манипулирует вот этим. Манипулирует? Да, мне кажется. Думаешь? Мне кажется. Маленькая такая манипуляция получается. Не знаю дальше. Да. Но вот в этой честности есть элемент. Да, есть элемент. Честность это скрывать. Но честность к нам, Сам я имею в виду. себе. Но себе-то он признается, и получается нам тоже признается, понимаешь? То есть по отношению к читателю он очень честный. И читатель смотрит и думает, блин, такой плохой человек, но он мне почему-то нравится. Ё-моё, глубоко. Вот. Так, ну ладно, давайте дочитаем, немножко осталось. Может быть, легче признаться таким путем, чем открытие. Открыто. Естественно, конечно, конечно. А он вообще боится искренних отношений, боится в лицо там, людям признаться. И боится открыть свои эмоции, испытать полностью эти эмоции. Даже вот чувство зависти, видите, неприятное, но знакомое, пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. То есть так, чуть-чуть. Ну так вот, почему зависть? Почему зависть? Вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого. Вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Вот здесь все, кто раньше думал, что деепричастие и причастие в русском языке учить не обязательно, потому что они не используются в живой речи, намекаю вам на то, что причастию учить надо хотя бы для того, чтобы понимать, что пишет Лермонтов. Видите, как много он их использует, этих причастий, идей причастий. Так вот, давайте упростим это предложение немножечко. Вряд ли найдется молодой человек. Да? То есть он обобщает сейчас, говорит, что все молодые люди, все мужчины, если они попадают в такую ситуацию, что видят симпатичную женщину, но эта женщина показала симпатию к другому мужчине,
Хотя эта женщина одинаково мало знает и меня, и другого мужчину. И вот любой мужчина в этой ситуации испытает зависть, испытает чувство зависти. Вот о чем нам говорит Печорин. Ну, тут мне хочется обратить ваше внимание на то, как он оправдывается. Вот он нам признался в том, что у него есть маленькое чувство зависти. И тут же он пишет вот такое предложение, чтобы оправдаться, почему он испытывает это чувство. Ну да, вот я завидую. Да все завидуют на самом деле. Ничего особенного. То есть опять он не берет во внимание это чувство, боится его испытать во всей красе, обесценивает это чувство. Ну да, позавидовал. Да все завидуют. Ничего страшного. Ладно, все, пойдем дальше шутить над Грушницким. Неважно. Вот. Друзья мои, на этой ноте я вам предлагаю, когда у вас будет время и желание открыть полный текст «Героя нашего времени», теперь вы знаете, ну, по крайней мере, мои взгляды. Теперь вы знаете 2 или даже 3 отрывка из этих произведений и знаете, как я их предлагаю вам анализировать. И можете уже со своей точки зрения сформулировать ваш взгляд, ваше мнение на этого персонажа, на эти отношения, на все, что там происходит. Вопросы? Просто комментарии. Комментарии. Ага. Мне не кажется, он дьявол или дьявольским вообще. Угу. А ты был на прошлом прямом эфире? Был. Помнишь, там был друг такой верный у него? Да. Очень похож на Мефистофеля. Да. Вот. И я... Ну, это мое мнение. В этом тексте вообще не... Да, в этом тексте он очень человек. Он очень человек, который... Даже не то, что человек, даже немножко больный он. Больной он даже? Такой сломанный. Сломанный, психологически сломанный. Да. Конечно, конечно. Находка для психолога. Да. Закрытый. Он закрытый, и он продолжает в себе это все подавлять. Что с этим писателем хотел нам сказать? Что этим хотел сказать нам писатель? У дьявола есть такие разные взгляды. Ой, слушай, я... Сломанными, не полными. Понятия не имею, что он хотел нам сказать. Или это какая-то шизофрения? Ну, слушай, произведение называется «Герой нашего времени». Название принято анализировать так, что... Ирония. Нет, ну что это типичный персонаж нашего времени, типичный характер. Что, мол, сейчас все... ну да, тут может быть 2 интерпретации. Первая – это типа герой, от слова героизм, да, и это совершенно не похоже на него. И вторая точка зрения, вторая интерпретация – это то, что это типичный характер времени. Нашего времени, времени Лермонтова и какого угодно другого времени. То есть вот эта бесчувственность, боязнь открыться отношениям, эмоциям, попытка анализировать себя, но на самом деле ни к чему не приводящая, пустой какой-то получается анализ, не помогающий совершенно. От этого постоянное ощущение несчастья. Да. Интересный текст. Очень интересный текст. Спасибо за комментарий. Вот, надеюсь, эти прямые эфиры вас подтолкнут к тому, чтобы почитать этот текст самостоятельно на русском языке или на каком-то другом. На русском, согласна, трудно. Да, много устаревших форм, язык меняется. Читайте,
так, как вам удобно. Спасибо тем, кто смотрит и еще посмотрит этот эфир. Призываю вас оставлять комментарии, вот, открываться общению, делиться своим мнением, наблюдениями. И до скорых встреч. На следующей неделе тоже встретимся с вами на прямом эфире, но уже с гостем. Вот. В начале этого прямого эфира я об этом немножечко рассказала. Попробуйте угадать, кого я пригласила на прямой эфир. Ну а сейчас прощаюсь с вами. Спасибо Тамашу большое за компанию. Спасибо тебе тоже. Вот, очень приятно, что есть глаза. За замечательного эфира. Ой, спасибо. Ну ладно, все. Пока-пока. Пока-пока.